Проверить, время или не время, если сидеть дома на диване, невозможно. Сводит коррупцию к тому, что просто есть какие-то плохие люди, которые разворовали бюджет. Вот если мы, хорошие люди, сядем на их место, мы разворовывать бюджет не будем. Алексей Анатольевич, вы что ли у одних воров отберете, другим ворам продадите? В действительности ситуация гораздо более напряженная, чем многие думают. Мы должны участвовать в протестах, мы должны поддержать вот ту самую повестку стихийную демократизации. Повестку мы должны принять и двигать дальше. То есть мы должны сказать, мы за освобождение политзаключенных. Это наша повестка. Приветствую вас, уважаемые зрители. Представляю вам Бориса Юрьевича Кагарлицкого. Я думаю, что те, кто следят и за моим каналом, и вообще за левым движением в России, вас хорошо знают. Приветствую вас, Борис. Спасибо, здравствуйте. Тема наиболее важная, наиболее горячая на сегодняшний день, это, конечно, то, с чего начался наш год. Это митинги, это социальные волнения, происшествия, которые происходят по всей стране. И, конечно, самое важное, что же все-таки делать людям левых взглядов. Пора ли им как-то переходить в плоскость реальной политической деятельности? Или все-таки надо продолжать ждать у моря погоды и под лозунгом «это не наша драка», так и сидеть сложа руки? Ваше мнение? Уже я свое мнение высказывал много раз. И, понимаете, разговор о том, что это не наше, это нас не касается, понимаете, если с этим подходом идти, то тогда вы никуда не придете, потому что значит не наши, так сказать, заказанной вами истории, придуманной вами в ваших головах, ее просто не будет. Да, ее нет в повестке. Дело не то, что в повестке, вообще вы придумали некую историю или некую даже классовую борьбу, которая в реальности не существует. Начиная даже с того, что когда мы говорим о классовой борьбе, ну ладно, хорошо, понятно, что классовая структура современного российского общества как минимум не тождественна классовой структуре, скажем, России 1917 года, и поведение людей другое, и, собственно, и субъектов, да, все этих людей, их нету. Но парадокс в том, что то, что вы придумали, такого никогда и не было, потому что ваше представление в 1917 году или в 1905 году тоже является не плодом исторического знания, а плодом вашего воображения, какого-то странного, такого искаженного представления, которое сложилось из плохо прочитанных советских книжек или революционных фильмов, на что наложились какие-то еще постсоветские и мутные свои личные представления. мечтательские, идеалистические восприятия. Вот, поэтому надо понимать, что вот это вот чисто идеальный классовой политики, о которой вы мечтаете, ее просто в природе не существовало никогда. Не то, что ее не будет сейчас, ее никогда не существовало. Ее не было у Ленина, ее не было у Маркса, понимаете, ее не было у Троцкого. Ужас. Ни у кого не было. Этого не было вообще. Это все, это фантастика, этого не существует. А в реальности существуют определенные повестки и задачи, в которые вовлекают миллионы людей, так или иначе. Если вы не хотите быть для них интересными, то, пожалуйста, тогда не жалуйте, что люди вас не заметят. И сегодня в повестке целый ряд вопросов, которые порождены экономическим, социальным и психологическим кризисом. Скажем, тот же вопрос о сменяемости власти. Это не абстрактный вопрос, который интересен только якобы там каким-то интеллектуалам или политизированным активистам. Нет, это конкретный вопрос того, как будет жить дальше страна. Также вопрос о коррупции. Понятно, что нам Навальный и тем более Леонид Волков дают крайне ограниченную, примитивную трактовку понятия коррупции. Они сводят коррупцию к тому, что просто есть какие-то плохие люди, которые разворовали бюджет. Вот если мы, хорошие люди, сядем на их место, мы разворовывать бюджет не будем. На самом деле вопрос о коррупции абсолютно фундаментальный политический вопрос, но мы должны дать другую интерпретацию, показав, что коррупция носит системный характер, что она не может быть преодолена без структурных реформ государства. Более того, она естественна для той системы. И что она естественна для периферийного капитализма в России. Соответственно, мы не можем победить коррупцию, не борясь с периферийным капитализмом. И, соответственно, не проводя социальные реформы, кстати говоря, в том числе и те же самые национализации или экспроприации имущества коррупционеров, что является, вообще говоря, требованием левым, которое иногда Навальный повторяет, иногда не повторяет, но всегда с оговоркой, что вот мы сначала национализируем у них это имущество, а потом будем его снова приватизировать. Я тут даже во время какого-то стрима Навального написал ему комментарий, который, естественно, он не озвучил. Алексей Анатольевич, вы что ли у одних воров отберете, другим ворам продадите? Как это понимать? Да? То есть есть определенная повестка политическая, которая предполагает изменение структуры власти,
изменение механизма принятия решений и реальную демократизацию, которая, в свою очередь, открывает возможность для решения социальных вопросов, для того, чтобы объединяться ради социальной борьбы. Кстати говоря, это еще и кризис всей партийной политической системы. Потому что вот те партии, которые есть якобы оппозиционные, мы видим, в каком они состоянии оказались. По звонку из администрации президента все лидеры оппозиционных одну партий и ту же позицию, да? заняли одинаковую позицию и начали проклинать людей, которые вышли на улицу протестовать. Поэтому это нас, именно как левых, должно касаться самым непосредственным образом. И мы должны пользоваться вот этим окном возможностей, чтобы создать структуру, реально способную влиять на политику. Вот раньше у нас такой возможности не было. Которая предложит свою повестку. Да, совершенно верно. И, понимаете, например, спрашивают, а почему, допустим, наш Рабкор или вот я и некоторые мои единомышленники не пытались создать, скажем, какую-нибудь партию. Потому что если бы мы ее создавали в ситуации вот этой путинской стабильности, мы бы в конце концов создали бы еще одну секту или группочку интровертную для работы между собой и в кружках. В кружках, да, совершенно верно. А сейчас ситуация другая. Сейчас ситуация открытая, ситуация, в общем, на мой взгляд, все-таки революционная. Я подчеркиваю, революционная ситуация – это не всегда революция, это возможность революции. Да? Но, тем не менее, на мой взгляд, ситуация революционная. Это объективный системный кризис, который как раз требует перехода от интеллектуальной работы к политическому объединению. И тут выясняется, что 2/3 групп, которые занимались очень активной якобы политической работой, изучая труды классиков или борясь друг с другом, не готовы к активистской политической работе с массами протестующих. Потому что мы прекрасно понимаем, что большая часть протестующих вышла не за Навального. Они не против Навального, но они и не за него. Они, прежде всего, против власти. И за изменения. Они за перемены, и они за перемены, в том числе социальные. И даже, вот смотрите, какой-нибудь телеканал «Дождь» или Глеб Павловский признают, что протест с каждым митингом левеет. Потому что тема появляется, например, отмена пенсионной реформы, тема экспроприации собственности олигархов. А что такое собственность олигархов? Это, в первую очередь, не дворцы. Конечно. Это, в первую очредь, это, как известно, недра, да. Это предприятия, это банки, финансы, самое главное. Финансы, да. Вот. И экспроприировать нужно не дворец Путина в Геленджике, который можно срыть, там, можно взорвать, можно, мрамор поменять, детский дом переделать. Это все не важно. Вот. А гораздо интереснее, что представляет собой та же самая... За счет чего они могут строить эти дворцы? Та же самая, допустим, Сибнефть или Транснефть, Роснефть, это сильные компании, Газпром. Кстати говоря, даже так называемые госкомпании, они же не государственные на самом деле. Эти компании на самом деле смешанные, там есть доля государственных акций и доля частных, и структурированы они таким образом, что в результате связь с государством используется для того, чтобы защищать частный интерес. Ну, это классическое сращивание, да, там государства и крупных финансовых. А в Латинской Америке есть даже понятие paraestatales, которое очень хорошо описано, это чисто то же самое. То есть государственно-частное предприятие, которое по сути, по своему интересу является частным, и не государству принадлежит часть «Газпрома», а «Газпрому» принадлежит большая доля в государстве. Вот в чем суть. Поэтому все это должно быть, естественно, экспроприировано. И это очевидное совершенно требование, которое, я уверяю, поддержит 2/3, если не 3/4 тех, кто выходит сейчас на митинги за Навального. Понимаете? И вообще население нашей страны. Естественно. То есть это все напрашивается. Поэтому мы должны участвовать в протестах, мы должны поддержать вот ту самую повестку стихийную демократизации, повестку с требованиями свободных выборов, освобождения политзаключенных. Кстати говоря, роспуск к чертовой матери этой Думы, которая является инструментом администрации. И утратила свои даже да, прописанные и распуск не для того, чтобы в сентябре избрать еще одну такую же по этим правилам, а чтобы избрать все-таки нормальный представительный орган, в котором, естественно, уже будут представлены... Да. Поддержать как? Люди, минуточку, люди, борющиеся в этой ситуации. Поддержать как? Повестку мы должны принять и двигать дальше. То есть мы должны сказать, мы за освобождение политзаключенных. Это наша повестка. Но обратите внимание, как себя ведет тот же самый Леонид Волков. Чуть что, сразу отзываем протесты, прекращаем уличные акции. Причем заметим, что вот он уличные акции прекращает, а государство это репрессии не прекращает.
То есть, если бы это было перемирие, то есть, типа, мы прекращаем уличные акции, а вы прекратите репрессии. И Нет. освобождаете, тех, кто там у вас сейчас находится. Но нет, это одностороннее перемирие. Почему? Потому что они боятся, что уличный протест радикализируется, он уходит из-под их контроля. И я даже не призываю установить какой-то контроль, я призываю работать с людьми, которые выходят на акции, в том числе понимать их требования, формулировать их, сформулировать эту вот повестку, которая является общественной, и вокруг этого строить организации сейчас. Вот чтобы эту повестку сформулировать, каким-то образом про нее проголосовать, там, кто-то будет за, кто-то нет, некая программа, которая будет прорабатываться представителями левого движения. Кто может, на чьей площадке это все может произойти, и примут ли участие те медийные левые персоналии, которые на сегодня для всех известны, участие в этой условно конференции, на этом собрании, и не расколется, и опять же, не займут ли каждый свою атомизированную индивидуальную позицию, что вот лично я ни с чем не согласен, я вот считаю, что не время, и опять же, она не принесет результата, что на этой базе можно создать все-таки хотя бы прообраз какой-то организации. Первое, я считаю, что объединять надо не медийно раскрученных блогеров как таковых, или там какие-то уже готовые сектантские группы, а объединять, прежде всего, людей левых взглядов, которые уже, что называется, находятся на улице. То есть те, кто включены в текущую борьбу. Но они же кого-то смотрят. Они кого-то смотрят, но я вас уверяю, что дело не в этом. Вот они кого-то смотрят, они приходят, и если тот, кого они смотрят, им не нравится, они перестают его смотреть или даже смотрят, но не перестают его слушать. Понимаете, вот человек думает очень часто, что вот у меня такой авторитет, и если я куда-то людей поведу, они за мной пойдут. А если ты пытаешься при этом вести людей туда, куда они не хотят идти, то ты не только их никуда не ведешь, сам теряешь свой авторитет. Надо все-таки с людьми находиться в контакте. В живой связи. В живой связи. Поэтому движение, именно, особенно на уровне базы, можно строить заново, из новых людей. А дальше кто захочет, тот захочет. Вот смотрите, мы в 2012 году создали в Москве форум левых сил, где, в общем, были представлены все более-менее действующие организации. Был тогда Левый фронт, наиболее действующий, были еще какие-то группировки. Кто-то выполнял решение, кто-то не выполнял. Поразительно, что когда был второй форум, большинство проголосовало за то, чтобы не участвовать в Координационном совете оппозиции вместе с либералами, после чего Удальцов пошел и стал баллотироваться в этот Координационный совет оппозиции и туда вступил по заранее ему готовой квоте для левых, хотя было понятно, что всем будут рулить либералы, и он там будет чисто декоративный. А потом тот же Удальцов жаловался, что либералы с ним поступили нечестно. Хотя, Сергея предупреждали, очень конкретно предупреждали, что не надо было этого делать. И злиться не надо было, потому что, на самом деле, все было понятно. Не надо бежать, что обманули, и не обманули. Такие были правила, он сам их принял. Такие правила всегда. Да, каждый, он их принял. Да. Он их принял. Значит, нам нужна организация, которая могла бы коллективно принимать решения, исследовать, выполнять эти решения, не просто принимать решения. Но позвать для этой дискуссии максимальное количество людей надо бы, хотя бы для первого какого-то шага. Надо, безусловно. Те, кто не захочет вот по таким правилам жить, когда мы все-таки... Пусть дальше вещает самостоятельно. Пусть работают дальше, нет вопросов. Я глубоко убежден, что сейчас на такую площадку придет не только значительная часть Левого фронта, и активистов разных непарламентских групп, а придет изрядная часть членов КПРФ, по крайней мере, молодых. Не все, но изрядная часть. Придет значительная часть, кстати говоря, членов «Справедливой России», которая, казалось бы, пропутинская, но на самом деле на местах люди настроены совершенно по-другому. Я просто знаю людей. Вот характерный пример, что когда началось все это объединение с Прилепиным, пропутинские заявления Сергея Михайловича Миронова, тут же несколько региональных организаций выступили против. Пензенская организация, которую возглавляет Анна Очкина, Ленинградская, Петербургская, точнее, организация Шишкиной, Томская, Оренбургская, понимаете, то есть люди сразу же четко заняли позицию. Та же история в КПРФ. В КПРФ мы видим, что Иркутск, Саратов, Московская организация, в то время как Зюганов кричит, что долой оранжевую чуму, там, сплотился и вокруг, западных агентов, и западных агентов сплотился вокруг Путина, в это же время вот эти сильные организации участвуют в протестах.
участвуют И в несут протестах, свою реальную несут функцию поддержки Да. Вот, протестующих. значит, мы можем создать вот некую координационную структуру, не парламентскую, где люди реально взаимодействующие могут собраться вместе, должны собираться вместе. Вырабатывать программу и Да, дальше да, действовать да, в рамках да, этой да, выработанной да, программы. Общий план понятен. Это, я так понимаю, вы сторонник того, чтобы этот план реализовывать, естественно, Ну, в этом я году. его уже потому что- реализовываю. Я уже нахожусь в процессе переговоров и встречаюсь с людьми, и мы ведем переписку. И, кстати говоря, вот обратите внимание, и в левом фронте, скажем, Алексей Сахнин вот буквально сегодня опубликовал свою статью, где примерно те же самые Февральский идеи, тезис? Да, те же самые идеи излагает. Мы ее, кстати, перепечатаем на Рабкоре. Он ее сначала на другом. Я поддерживаю да, эту, на эту другом идею, этот план. Да. Услышит ли он ресурсе будет? опубликовал. Ну как, мы друг друга уже все услышали, мы уже взаимодействуем. Это не то, что мы придумали план. Да? Я каждые несколько дней встречаюсь с Левченко, встречаюсь с Рашкиным, встречаюсь с людьми из левого крыла «Справедливой России», встречаюсь с людьми из левого фронта, переписываюсь с людьми из других организаций. Я говорю, все, кто хотят работать вместе, они смогут работать. Для этого есть все условия. Ну, а кто считает, что не время, значит... Ну, значит, их не время, им не время, значит, и нам не время с ними, в общем, объединяться. Да? Но позвать, все-таки предложить, я думаю, Да, что стоит, предложить чтобы надо, они поучаствовали. предложить И вполне возможно, они же могут помочь, если мало ли, может, могут поменять позицию. Да, Могут. там. Могут. Хотя я думаю, что тут еще один момент, это еще и страх перед переменами. Очень многие просто боятся перемен. Конечно. И боятся ответственности. Конечно. Потому что действительно ведь мы можем проиграть. понимаете? Конечно. Мы можем проиграть, и тогда они скажут, видите, вот не надо было. Да? Мы же говорили, что еще не время. Да. Но только и время никогда не наступит. Вот. Но ведь мы можем проверить, выиграть. проверить, время или не время, если сидеть дома на диване, невозможно. Сколько уже мы находимся в этих разговорах, уже, наверное, на протяжении последних 5 лет, да, вот после Болотной, когда все это немножко как-то стагнировало, то только разговоры о культуре, о кино, это, конечно, все очень важно, но никогда, в принципе, вот за этот период не было реальных разговоров, да, о политической жизни реальной, о повестке, о создании организации, этого не было. И вот, может быть, все-таки вот это тот момент, когда пора уже перейти, да, к этому вопросу. Ну, я говорю, мы сейчас уже фактически в этот процесс втянулись. Более того, у нас нет другого выхода. Я объясню почему. Потому что в действительности ситуация гораздо более напряженная, чем многие думают. Поскольку у администрации президента есть определенный план. По сути, в стране происходит где-то с января прошлого года ползучий поэтапный государственный переворот. То есть фактически ликвидированная избирательная система. Потому что люди, которые кричат, что вот мы пойдем на выборы осенью и тогда поменяем Единую Россию. Да, победим Единую Россию, видимо, не понимают, что уже летом 2020 года выборы, в том смысле, как они их понимают, были уничтожены, отменены. То, что готовится, это не выборы, и там не будет шанса что-то поменять, не будет шанса даже вести агитацию, не будет шанса даже вести наблюдение. Все Но это за правду получит свой процентик. Все получат такой процент, который напишет конкретно Да. Сергей Владимирович Кириенко. Вот конкретно, да. Более того, я вам скажу, что список новой Государственной Думы ими уже составлен процентов на 90. Они утрясают отдельных депутатов. Все до одного депутата заранее будут назначены властью, понимаете? То есть это даже не то, что было вот в последней Госдуме. То есть надеяться и ждать, что можно что-то там поменять, уже не имеет никакого То смысла. есть вот эта вот осенне-весенняя кампания 2021 года определит, будут ли выборы по сценарию администрации, или этот сценарий будет сорван. Если сценарий будет сорван не на выборах, он будет сорван на улице. На улице. И если не вести протестной деятельности сейчас, то восторжествует этот сценарий. Максимальные репрессии, постепенное сворачивание интернета, ликвидация Госдумы как представительного органа даже в том куцом виде, в каком она сейчас есть. Ну, естественно, несменяемость власти как принцип, фактически переход к монархическому типу управления. И тут дело даже не в том, что Путину продлевают до 1936 года. Я думаю, что Путин в любом случае по причинам медицинским столько не просидит. Но важно не это, а важен принцип несменяемости власти, который утверждается как фундаментальная основа государства. То есть мы оказываемся к концу года в совершенно другом государстве, я не хочу сказать фашистском, но, во всяком случае, государстве абсолютно авторитарном, абсолютно лишенном всяких механизмов демократического участия.
Даже тех минимальных, которые он составляли до сих пор. Поэтому биться надо сейчас. И мы должны прийти к осени 2021 года уже с неким другими, штабом. Да, уже другими. И биться надо не на выборах, а не только на улицах, но, так сказать, в обществе, да, мобилизуя те силы, которые у нас сейчас есть. И силы у нас есть, на самом деле. Они просто очень распылены, и нет веры в собственную Они победу. дезорганизованы. И нет веры в возможность победы, нет веры в возможность действовать. Понимаете, вот что мне очень не нравится в наших вот многих блогерах, которые проповедуют, что не надо выступать. У них главная тема: мы слабы, мы слабы, мы слабы, мы слабы, поэтому ничего делать не надо. Но, во-первых, если вы слабы, то тем более надо что-то делать, чтобы стать Надо сильными. усиляться Да, как-то. надо, чтобы сильными, да? А во-вторых, вот это вот то, что называется выученная беспомощность. Да? Чем это отличается от пропаганды власти, в конце концов? Ничем. К сожалению, это так. Слава богу, что есть люди, которые понимают, я думаю, точно так же, как мы с вами, эту ситуацию. И с Алексеем Сахниным мы как раз говорили тоже, и еще с некоторыми ребятами. Поэтому будем надеяться, что все-таки у нас получится. Потому что у нас все-таки у нас может быть не так много времени именно к осени, потому что я так предполагаю, что именно осенью, наверное, начнется самая важная фаза этого спектакля. Это я думаю, что важная фаза спектакля может начаться в любой момент. Главное не это. Главное, что у нас очень мало времени для того, чтобы стать участниками, а не зрителями. Вот что принципиально. Да, но все-таки мы призываем к тому, чтобы становиться участниками. Да, поэтому нужно делать процессов. сейчас, нужно делать именно. Будем ли мы на этом пути делать ошибки? Будем. Возможно. Будем, заранее предупреждаю, будем. Но мы же будем их и исправлять, Да, конечно. если мы будем все-таки работать. Конечно. А не мечтать, что мы когда-нибудь что-то там сделаем. Безусловно. Что-то, я думаю, что для такого короткого выпуска мы, в принципе, все емко обозначили свою позицию. Работу свою, по крайней мере, практическую, мы тоже озвучили людям. Поэтому будем надеяться, что и вы будете к нам присоединяться. Вот. Вы видите работу в Москве, я в Санкт-Петербурге. Будем на связи. Что-то, если еще хотите сказать, скажите. Нет, я сказал все главное: не вешать носа и продолжать борьбу. Работать, действовать и объединяться. Всего вам доброго.